Внимание! В ролике присутствует критическое количество СПГС. Соглашаться с ним или нет – дело ваше. Вы были предупреждены. Sure didn't the Almighty send me to watch your back? I didn't like him anyway. He wasn't right in the head. Это цитата из фильма «Храброе сердце». Казалось бы, при чем здесь фильм с Мелом Гибсоном? Присаживайтесь поудобнее, смертные. Фладяныч вещает из ваших динамиков. И сегодня я расскажу об одном из самых интересных персонажей преследователей. Гум, заводи! Окей. Погоди, а чё заводить-то? Давай монтаж под Джонатана Дэвиса. Уверен, многие уже завопили «Очередное видео о пирамидоголовом». Да и нет. Одновременно. Собственно, типаж преследователя принимал разные формы. Как смешные и глупые, Давай. иди отсюда уже. Так и пугающие. Более всего его любят использовать хорроры. Особенно в слэшерах. Те же Джейсон Вурхис, Майкл Майерс, Немезис и Мистер Икс вам в пример. Каждый из этих гадов вызывал спазмы в желудке у жертв. Некоторые, вроде человека с ножницами из серии Clock Tower, добавляли более интересную подоплеку происходящему. И вот, засев на поезд известности, Konami решила не отставать от конкурентов, в частности от Резидента. Так, Масахиро Ито создал необычный образ, крепко связав его с главным героем. Несправедливо, конечно, отдавать все почести одному ему. Сойдемся на всей команде Team Silent, но сейчас не это важно. Вторая часть Silent Hill'а пошла другим путем, в отличие от оригинала. Там, где Гарри Мейсон сталкивался с порождениями Олессы, Джеймс Сандерленд встречается с проекцией собственного разума, наделяя город возможностью загонять человека в пространство, называемое в сообществе персональным адом. Тут мы подходим к сегодняшнему пациенту. У этого существа много различных имен. Самое известное пирамидоголовое изначально отсутствовало. Ну точнее как, оно состояло из 5 иероглифов, образующих фразу «Акаи Санка Куатама», то бишь «красная треугольная голова» или «красное треугольное нечто». Джеймс, кстати, в игре его так и называл вроде как. При локализации два первых иероглифа теряются и образуют Санка Куатама, то бишь треугольную голову, а также триангулярную голову, она же тетрайдер. Люблю японские за такие метаморфозы. Это не единственные имена, что давали всему существу. Сам Масахиро Ито первым называл его пирамидоголовым или треугольной головой. В экранизации его обозвали Красной пирамидой. Версия Homecoming называла его Бугименом или The Shadowed One. Он же либо прячущийся в тени, либо затененный. Но что-то мы ходим вокруг да около. Кто же такой пирамидоголовый? Данная фигура появляется в злоключениях Джеймса Сандерленда внезапно. Не со скримаком, конечно, но просто стоит и смотрит. Здравствуйте, я сотрудник компании Reflame, чем могу помочь? Иногда визуализирует цитату Бутчера. Они трахаются. Заходит в спальню. Нахуй я сюда пришел в спальню. Полотенце, да, полотенце. Открываю шкаф, значит, беру полотенце, закрываю шкаф, прихожу в ванну и говорю: крокодил в ванной! Джеймса он скорее шлепает по заднице, чем пытается убить. Периодическую спутницу Марию, напротив, херачит от души. И все это метафора самоистязания Джеймса. И на это есть несколько версий объяснений, кем же на самом деле является наш триангулярный насильник. Популярная версия, почти напрямую озвученная в игре, ПХ — это палач Джеймса. Та его сторона, что хочет наказать себя за случившееся. В пользу версии говорит общее поведение Санка Куатамы в игре и периодическое желание что-то кому-то вставить. Ну ты у меня такого члена получишь, сука нах! И пока меня не обоссали ярые поклонники игры за такие шуточки, спешу сообщить, что у нас появился Бусти. Он еще не полный, но ручаюсь, в дальнейшем он будет пополняться эксклюзивным контентом, а также эксклюзивными обзорчиками. Плюс, если у вас будет желание поддержать канал, вы теперь знаете как. Возвращаемся обратно.
Есть и другие версии. У индейского племени, что жило еще до основания города, в пантеоне фигурировали красный бог Ксучилпаба и желтый бог Лопсильвис. По слухам, вместо головы у первого была красная пирамида, а у второго желтое одеяние. В ордене одним из святых является святой Николай, не тот, о котором вы могли подумать, который носил халат патологоанатома, предположительно. Точно такой же носит и Валтиэль в третьей части. Вот и получается цепочка. Образ ПХ создан сознанием Джеймса под впечатлением от картины Misty Day Remains of the Judgment. В картине нарисован собирательный образ идеального палача культа Валтиэля, пирамида от Красного Бога и халат от, собственно, Валтиэля. Сам Валтиэль навеян святым Николаем, а Николай одевался как Лопсильвис. Хотя я бы упростил. Ну как упростил? Ксучилпаба, позже известный как Ксучилбара, принимал обряды крови. Лопсильвис – обряды сожжения. Учитывая тесак пирамидального и попытки донести до Джеймса истину через убийство Марии, я делаю вывод, что плод воображения Джеймса никакой не плод, а вполне конкретный красный бог. В то же время Валтиэль – инкарнация желтого. В пользу второго играет его внешний вид. Обгорелая плоть говорит сама за себя. Опровергает данную версию смысл всех действий. На этот вопрос косвенно может ответить Нил Гейман в «Американских богах» и парочка анимешек. Сила того или иного божества напрямую зависит от количества последователей. Чем сильнее вера в того или иного бога, тем мощнее сам бог. А далее спускаем Ксучилбара и Лопсильвис до живых индивидуумов. Нарастание новой веры, пусть и вдохновленной ими же, вытягивает из них самих силы. И потому приходится действовать самостоятельно. У Валтиэля, конечно, задача попроще, так как у него имеется культ и сил более-менее так пока хватает. Он конкурирует с сущностью, что Орден называет Богом. По факту эта сущность возникла от коллективной веры всех ее членов. С одной стороны, Валтиэль должен и дальше подпитываться от жертв Ордена. Но тут как с правилами тетради смерти. Даже если ты напишешь имя, чтобы оно сработало, ты должен думать о конкретном человеке. Так же и здесь. Все обряды сожжения и перерождения Ордена были направлены к новому богу, в то время как последователи Валтиэля интерпретируют задачи своего покровителя как посредничество в рождении этого нового бога. Но есть проблема. Валтиэль не получает новых сил, а значит, Орден технически ему уже не поклоняется. В секте говорится о целях Валтиэля, но кто сказал, что это действительно его цель? Внимательный игрок в третьей части периодически видел Валтиэля где-то поблизости. Ну давай, залезай сюда. Если говорить о символизме, сцена в шкафчике с приведенным ранее контекстом говорит о беспомощности Валтиэля в эти нелегкие годы. Сам он, несмотря на то, что силы есть, их не хватает, поэтому он не может повлиять на события, только позволять идти вперед и менять направление в нужную для себя сторону, что символизирует красный вентиль. Даже если бы бог не был внутри Хизер, Валтиэль все равно оберегал бы ее, так как из-за связи с Олессой он увидел возможность избавиться от угрозы для себя. Даже финальный босс ложится на эту версию. Как только Клаудия Вульф соединяется с богом, Валтиэль, не теряя ни минуты, берет быка за рога. Символическое покрытие головы нового бога символизирует конец и победу Валтиэля. Ведь с их смертью он сможет направить взгляд культа на себя и вернуть былую силу. Да, ересь. Да, это вообще не вяжется с происходящим и не канон. Но открытые к интерпретациям произведения не должны быть ограничены лишь видением автора. К тому же, комьюнити любит даже такого рода произведения сводить к каким-то каноничным восприятиям. Что неправильно? Восприятие и воображение не должны идти по одним и тем же протоптанным дорожкам. И только по ним. Кстати, это ж только половина. Че там с красным? А у ПХ ситуация более сложная. У него нет последователей и культа. Ему буквально необходимо возвращать себе силу с нуля. Поскольку некоторым божествам свойственно адаптироваться под более современные представления себя, которых по факту не так много, пирамиды головы и носит халат патологоанатома, как у Валтиэля. Хотя из-за тесака большая часть аудитории принимает его как Мясницкий. Если Валти не может напрямую воздействовать, ПХ, напротив, способен причинить emotional damage своему невольному служителю. Причем, в отличие от собрата, малое количество он с лихвой компенсирует возможностью использовать невольного служителя как собственное вместилище.
К этой версии косвенно подводят спин-оффы и вторая часть. Во второй части через схожие образы он старается убедить Джеймса, что является частью его подсознания. Это позволит пирамидке получить контроль и взаимодействовать с миром реальным. Origin представляет нам схожий образ – мясника. В одной из концовок игроку дают понять, что мясник – жестокая часть Трэвиса Грейди, а значит, в одном из вариантов Ксучелбара успешно убедил очередного последователя. Что интересно, эта версия успешно подвязывает появление пирамидального в Homecoming и даже в Даунпур. Внезапно. В первом случае ПХ переключился на Шепардс Глен, восприняв договоры с Богом как личное оскорбление его и Велтиэля. Внести смуту удалось только за счет Алекса Шепарда, нарушившего установленные договором правила. Одно но, без самого Алекса он не мог действовать. Только по возвращению нарушителя в город Красный Бог смог начать воздействовать на реальность. Благо, местные знали о его существовании и пусть под именем Бугимен и находящийся во тьме. Алекс оказался более подвержен внушению, потому и подчинить его не составило труда. Перерожденные дети наказывали своих родителей в отместку за смерть благодаря косвенной помощи Велтиэля, так как влияние усилилось, а Бог утратил приличную часть последователей. Концовка Бугимен лишний раз подтверждает контроль Санка Куатамы. В Даунпуре наблюдается сильное влияние более поздних поколений остатков Ордена. Если помните, в Homecoming последователи ходили в противогазах и шахтерских одеждах. Это отразилось у более юных жителей в головах, а страшилки о Бугимене окончательно стерли древний образ триангулярного из сознания, превратив его в более грозную версию члена Ордена. Косвенно этому поспособствовал Уолтер Салливан с 21 таинством. Ведь все, что могли услышать внутри Ордена, так это что член противоположного культа решил возвыситься над остальными. Пускай и чтобы встретиться со Святой Матерью. После такой подробной версии даже неловко говорить об остальных. Есть вот, например, официальная из книги Lost Memories, которая намекает, что пирамидальный и Велтиэль — это одно существо. А аргумент, разумеется, схожесть одежд. Ну, почему бы нет? Внутри вселенной разобрали, теперь вернемся в наш мир и поговорим об образе красной треугольной головы. Начало всему этому психоаналитическому эпосу положил, конечно же, Резидент. Но конкурировать не пришлось. Тиран и Немезис успели отгреметь еще в 98 и 99 соответственно. ПХ же нарисовался в 2001 году. Максимум, с кем он мог в тот год конкурировать, это Эгголем в Sonic Adventure 2. Как говорится, Flawless Victory. Образ палачей Ордена и самого Тетрайдера навеян палачами из фильма «Храброе сердце». Их головные мешки с дырками крайне похожи на членов культа Велтиэля. О весовом вкладе фильма «Лестница Иакова» не говорил только ленивый. Очень важной для понимания пирамидального служит фраза оттуда. But they're not punishing you, he said. They're freeing your soul. If you're frightened of dying and you're holding on, you'll see devils tearing your life away. But if you've made your peace, then the devils are really angels, freeing you from the earth. It's just a matter of how you look at it, that's all. Эта фраза хорошо отражает одну из версий. В ней ПХ трактуется как ангел-хранитель Джеймса, стремящийся примирить его со своей совестью. Дизайн триангуляра разнится из игры в игру, причем Масахиро Ито настаивает, что это разные персонажи. Я же буду настаивать, что это Ксучелбара в разных инкарнациях, ну, кому что. Про образ во второй Silent Hill частично уже рассказал. Одет он в то же самое, что и Велтиэль, ключевые различия чаще приходятся на саму пирамиду, точнее, Тетрайдер. Классическая треугольная ебалда на башке Санка Куатамы имеет 3 стороны. Кто-то будет спорить, что больше. И, конечно же, тоже будут правы, но пирамида там все же не выйдет. Грани либо 3, либо 5. Про основание не говорим, шлем как-никак. Но называть его многоугольная голова будет странно. Хотя я поржал, если бы его называли пентагоноголовый. Имеется в шлеме и дырка. Не та, что основание, а та, что наверху. Изначально кажется, что для глаз. На это даже, по-моему, один из тизеров намекает. На деле же для высовывающегося языка. Когда ПХ хватает Джеймса, он высовывает его наружу. Малозаметными деталями являются таинственная гайка на правой стороне шлема и таинственный клапан на задней стороне. Поговаривали, что это детали отмененных анимаций, ну и, возможно, на клапане голова и держится.
Также со спины заметен один из камней преткновения, вываливающаяся опухоль. Натыкался на споры касаемо наполненности шлема массой. Но по словам Ита, масса точно не весь шлем заняла. Тогда сложно понять, на чем держится такая бандурина. Я, конечно, понимаю, что задумывался ПХ как образ в голове, но все же. Орудует наш Раскольников штукой под названием «Великий нож». Ита в Твиттере раскрыл, что на самом деле это половинка ножниц. Стоп. Так это получается... Нормально. Ближе к концу ПХ уже ходят с великим копьем. Подозреваю, тут есть какая-то аналогия с копьем Лангина, которым он Иисуса проткнул. В Ориджине местная вариация мясник носит на половине башки кусок какой-то железки, а орудует огромным мясницким ножом. Если ПХ типа трахал все, что движется, то мясник режет все, что движется. Чаще все, кроме Трэвиса. Этот нож гарантирует равномерный и аккуратный разрез, и это возможно, потому что лезвие ножа очень острое. Если в прошлом вы безуспешно пытались вашим обычным ножом сделать ровный и гладкий надрез, то теперь, благодаря гибкости лезвия, вы сможете снять тонкую кожу. Присутствует еще одна версия, созданная Масахиро Ита в специальном комиксе в Ост-альбоме к Ориджину. В нем местная версия охотится на причудливых ангелов. Почему? Хрен его знает. Но когда ангелов нет, он не двигается. Примечателен в следующем. Называют его белым охотником, причем прозвище написано на русском. Шлем у него, соответственно, белого цвета, а вместо ножа какое-то орудие, напоминающее канцелярский нож. Возвращение домой выдает свой дизайн, чуть переделанный с киношной версии. Пирамида черная, вытянутая и более треугольная. Халат сменился на подол, а сам триангуляр щеголяет с голым торсом. Подол вроде как сшит из кожи. Где этот сраный 9-й кабинет? Чего уставился, убогий? В фильмах он выглядит так же, но шлем более отдает ржавчиной. Появляется редко, но метко. К сожалению или к счастью. Кому как. Это стало началом конца. После первого фильма появилась целая прослойка фанаток у ПХ. Никто не ждал, никто не просил, но его начали активно сексуализировать. Вторая часть фильма еще отличалась, приписав работу Велтиэля Тед Райдеру, что подарило клевую финальную битву под соответствующую музычку бы. Последняя часть, там где вниз льют, Бугимен сменил образ на культиста в противогазе и орудовал забавным крафтом из арматуры и шлакоблока. Образ мне отдаленно напомнил маньяка из фильма «Мой кровавый Валентин». Там, правда, он чисто в шахтерском ходил, а тут прям комбинезончик такой стильный. В игре Dead by Daylight пирамидальный сочетает в себе хорошую комбинацию киношного и оригинального образа. От киношного развитая мускулатура, а от оригинального все остальное. Дабы жопа не горела у Масахиро Ита, назван он был The Executioner, то бишь палач. Масахиро все равно, конечно, погоревал на тему того, что «А почему опять оригинальный пирамидоголовый? Давайте, вот я такой клевого белого охотника сделал, может его бы использовали, нафиг того использовать, Здесь он получил новые штуки. Великий нож способен оставлять борозды, если его воткнуть в землю. А сам палачист научился отправлять ножом в Подольск. Главное, следите за перемещением, а то будете как этот парень. Он на первом этаже где-то. Да ты, сука, я сам! Забавно, что у переработанного образа появился последователь. В Evil Within существует потусторонняя сущность, названная Хранитель. Но все зовут его, конечно же, Сейфоголовый. Мясник с большим молотком для отбивания мяса и модифицированным сейфом вместо головы. Как и ПХ, может возникать не в единственном экземпляре, также имеет какой-то там символизм. Мои познания в этом ограничены чисто роликом Зулина. Сильно лезть я туда не хочу, потому что слишком много спекуляций и объяснений. Слишком уж захотели удариться в стиль Масахиро Ита и всех остальных. Лучше не надо. Себе дороже. К тому же мне эта серия не очень-то заходит. Он может появиться из любого похожего сейфа. Вот это вот реально, как по мне, интересно. Не сильно важно, но прикольно. Каков же итог?
Несмотря на множество вариаций и кучу трактовок происхождения, пирамидальная до сих пор вызывает неподдельный интерес и остается одним из лучших примеров грамотно сделанного персонажа-преследователя. А на этом все, ребята. Владяныч закончил, и как говорил Джонатан Дэвис, close your eyes and go to sleep. Та его сторона, что хочет наказать... Тьфу, блин. Тьфу, блин, тебя наказывать. Та его сторона... Чё так смешно-то? Я чё заржал-то? Я не начну нормально. О, Господи. Что такое, блин? Так, все, отсмеялись. Попробуй въебать сильнее, Джек. Давай покажу, как надо. Не надо.